Лапы вверх, это Магмастер. Фури фандом существует уже несколько десятилетий, и он становится, очень популярным. Все больше людей находят там свое хобби, знакомство, место для творчества и не только. Вместе с этим, те, кто только-только узнает о фуре, задаются вопросом, а как стать фури? И найти ответ на этот вопрос не так уж и просто, ведь информации слишком много, и она зачастую никак не помогает новичку. Сейчас я веду вас в курс дела, дам четкий и понятный путь по вхождению в фури фандом и расскажу, к чему нужно быть готовым. А закрепим информацию, например, того, как соавтор этого канала, деловой Юрий, становился фури. Но начнем с того, что освежим в памяти, кто такие фури. Фури – это любитель антропоморфных персонажей, то есть животных с человеческими чертами. Такой человек может увлекаться, например, артами или книгами с антропоморфными персонажами и взаимодействовать с другими фури. К слову, термин фури часто путают с антро, но давайте запомним раз и навсегда, что за фури всегда стоит человек, будь он блогером в интернете или фурсьютером в пушистом костюме. А антро – это просто человекоподобный персонаж, который может быть использован в различных целях. Для примера возьмем Мерлин, моего персонажа, которого я создала сама, и использую ее в качестве маскота этого канала. Для меня она является образом для создания контента и образом выражения своей фантазии на холсте. То есть я фури, а Мерлин – один из моих антро-персонажей. Если вы хотите углубиться в эту тему, то посмотрите этот выпуск по подсказке, где мы разобрали, кто такие фури с лапок до ушей. А сейчас вкратце поговорим о фури-фандоме. Фури – это достаточно многочисленная субкультура, которая год за годом привлекает все больше и больше людей по всему миру. И, безусловно, участники фандома – это разносторонние личности, начиная от тех, кто просто общается с другими фури, заканчивая теми, кто организовывает мероприятия для нескольких тысяч человек. Внутри фури фандома живет очень много творчества, огромное количество художников, которые рисуют арты с комиксами и делятся своими работами в социальных сетях, фурсют-мастеров, которые создают своими руками костюмы для фури, певцов, музыкантов, писателей и много-много других интересных личностей. И не нужно думать, что фандом существует только в виртуальном пространстве. Одним из ключевых видов деятельности в фандоме являются фури-прогулки и сходки на свежем воздухе. Вот лично моей любовью стали маркеты, куда приходят художники и фурсют-мастера. Там можно не только купить мерч и атрибутика, но и пообщаться. К слову, мы так и сделали, задали пару вопросиков мастерам и не забыли спросить, сколько они зарабатывают на маркетах. И создали целый видос о первом в Москве фурмаркете. Обязательно посмотрите по подсказке, если еще не видели. А для большего погружения в пушистый фандом придумали фурсюты. Дословно с английского это меховые костюмы. Вообще, чтобы создать качественный и красивый фурсют, нужно приложить много усилий и потратить столько же времени. Поэтому некоторые решаются заказать костюм у фурсют-мейкера или крафтера. Все потому, что наличие фурсюта открывает много новых возможностей для фури в фандоме. Например, на некоторых мероприятиях за лучший танец фурсютера на сцене победителю дают приз. Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы с Деловым Юрием станцевали в фурсютах на одном из таких конкурсов. К чему нужно быть готовым? Фури-сообщество – это в первую очередь о разнообразии. Множество людей из разных стран с разными точками зрения собрались в одном фандоме. Из-за этого недопонимания возникают трудности на пути становления фури. Давайте разберем с вами пару важных моментов для лучшего понимания сообщества. Отсутствие порога входа. Большинство субкультур не имеет четко прописанного свода правил того, кто является ее участником, а кто нет. Ведь нельзя просто взять и написать его, да так, чтобы его соблюдало большинство людей. Такая же ситуация и в фури-фандоме. Разночтение терминов. Данная проблема выливается из первой, ведь многие недопонимания вызваны тем, что нет единого словаря фури-терминов, который, кстати, зачастую приходит из других языков. Их определение формируется хаотично, а за корректным их применением уследить невозможно. Взять для примера термин «персонаж». Некоторые путают его с фурсоной, однако это два разных слова, которые все трактуют по-своему. Много НСФВ. 18+ контент можно встретить почти в любой субкультуре, включая фури. Такой контент вызывает противоречивую реакцию людей. Кто-то осуждает НСФВ и считает это отвратительным, кому-то нравится такой контент, и для них это еще одна форма выражения своего творчества, а некоторые абсолютно нейтральны к этой теме. К сожалению, людям кажется, что в фандоме только хорни арты и рисуют, но это далеко не так. И вследствие такого заблуждения и большого спроса на НСФВ-арты сформировалась почва для недовольства. А как вы относитесь к подобным артам? Напишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Анти-фури. К ним относятся в основном хейтеры, пишущие неприятные вещи в интернете. Они часто спорят и используют хейт-спич.
Если вы встретите такого человека в интернете, то не стоит злиться или переживать из-за него. За такими хейтерами часто оказываются озлобленные подростки, которые не стоят вашего внимания. Но есть и те, кто подсвечивает проблему фэндома и пытается доказать ее неправильность, что более разумно. В общем, антифури движение направлено против фури. И нам стоит помнить, что люди могут становиться антифури просто из-за боязни быть непонятыми или желая примкнуть к идеям из своего окружения. И это нормально. Главное, чтобы вред не переходил за рамки и никто не прибегал к реальному насилию и порче имущества. Но не бойтесь, такие ситуации вроде недавнего нападения в Санкт-Петербурге скорее исключение из правил. К настолько радикальным антифури применяются меры, предусмотренные законодательством, в том числе настоящие уголовные статьи. Что ж, сейчас вы узнали много важной информации и теперь подготовлены к вступлению в фури фэндом. С чего начать? Познакомьтесь с сообществом и его обитателями ближе. Хорошая новость, вы делаете это прямо сейчас, смотря это видео. Вы также можете вступить в тематические фури-группы в различных социальных сетях или пустить фури-прогулку в качестве зрителя. Не обязательно обниматься и общаться там со всеми. Мне вот было немного волнительно поначалу, а потом я приобщилась к фури-встречам и сейчас с радостью взаимодействую там с людьми. Ну и, конечно, на прогулке у вас будет возможность лично пообщаться с фури, но сходки проходят не так часто и не во всех городах, поэтому можете то же самое сделать в интернете. Советую зайти на наш Discord-сервер Башни Мага, лучшее место для фури в интернете. Там живут доброжелательные люди, готовые рассказать вам о фэндоме и помочь вам тут освоиться. В общем, у нас тут лампово, уютно, так что обязательно залетайте по ссылке под видео. Мне кажется, это прекрасный старт, чтобы начать знакомиться с пушистым фэндомом. Вам также необходимо определиться со своим интересом внутри фэндома. Чем вы будете заниматься? Что вы вообще любите? Многие из моего окружения, например, рисуют фури-арты и обмениваются рисунками с другими такими же художниками. Некоторые не рисуют, не рассказывают о своих историях, которые придумали, не ходят на сходки, а просто общаются с фури в интернете. Я вот сама иногда провожу всякие штуки для художников в соцсетях. Недавно провела в своем телеграм-канале Пещера Мага конкурс DTUS, где собралось 28 художников, которые перерисовали мой арт в своем стиле. Каждая работа для меня уникальная и необычная. Спасибо вам за участие, за старания и силы, которые вы вложили в рисунки. Я безумно рада, что вы откликнулись и создали чудеснейшие арты. Вот, кстати, работы 3 победителей, они были выбраны на основе голосования. А с девушкой, занявшей первое место, я встретилась лично и подарила ей подарочки. Об этом тоже писала в Телеграм. Я постараюсь проводить почаще такие штуки и радовать вас призами. Обязательно заходите в Пещеру Мага по ссылке в описании и тоже участвуйте в различных активностях вместе с нами. Если хотите, то можете создать свою группу, где будете проводить такие конкурсы или, к примеру, фури-сообщество, посвященное настольным играм, либо стать одним из участников такой уже существующей группы. Собираться компаниями и вместе играть. Как по мне, это очень веселое и интересное времяпрепровождение. Просто будьте открытыми и доброжелательными, и тогда люди потянутся к вам. А чем больше хороших друзей рядом с вами, которые, может, даже разделяют ваши интересы, тем приятнее и интереснее путь становления фури. Также подумайте о своем образе в фэндоме. И если вы захотите создать свою фурсону, то есть персонажа животного с человеческими чертами, который будет олицетворять вас, то придется задуматься о ее создании. На нашем канале есть целый ролик, посвященный тому, как создать фурсону. Посмотрите, очень полезно. С помощью фурсоны вы сможете ролить с другими участниками фэндома, рисовать арт или заказывать их, создавать на ее основе фурсюты и так далее. Но, конечно, обойтись можно и без личного персонажа. Например, если вы просто хотите общаться с фури и покупать классный мерч у фури-мастеров. Но учтите, что это может быть немного непривычно для вашего окружения. Ты, живя в фури-фэндоме, рано или поздно задумаешься о создании своей фурсоны. Так деловой Юрий, соавтор канала, в начале лета решил, что ему просто необходимы фурсоны, и мы создали ее. Как, зачем, почему? Сейчас расскажу. Создание фурсоны делового Юрия. У Юры раньше не было фурсона, да и он не считал себя фури, но все изменилось после встречи со мной. Я, вдохновившись им, нарисовала персонажа, олицетворявшим его в своем мире. И это стало таким предвестником фурсона делового Юрия. А после продолжительного общения мы решили вместе создать этот канал, где я бы рассказывала о своей творческой деятельности. И поскольку Юрий вносил и до сих пор вносит большой вклад, выполняет много задач по развитию проекта и производству роликов, то так или иначе я начала часто упоминать его в нашем сообществе в ВК. Можете подписаться по ссылке в описании. Ну и в других соцсетях. Тут нам обоим стало ясно, Юрия без фурсоны не обойтись.
И я решила сделать ему фурсону, быстро набросав хэт. Вот он, кстати, он ему не понравился, и мы решили, что потом, когда Юра станет чаще появляться на канале, мы создадим его фурсону вместе с нуля. И это важно отметить, вам должна нравиться ваша фурсона, ведь это ваш аватар в мире Фурия. Намного легче будет здесь существовать, когда при взгляде на нее вы будете испытывать радость и чувство, будто смотрите на свое пушистое отражение, а не недовольство и отсутствие связи. И вот мы начали делать стримы, где постоянно появлялся Юрий. У людей появилось желание нарисовать наших персонажей вместе, стала интересна их история, и мы экстренно сели создавать фурсону делового Юрия с нуля, и иногда даже делали это на стримах. У нас тут в целом скучно не бывает. Регулярно выходят новые ролики, к созданию которых мы подходим очень ответственно, и входят они у нас в 4К. Чтобы не пропустить их, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте настроить колокольчик на уведомления обо всех новых видео. Работа над фурсоной началась с определения общей концепции и обязательных деталей. Например, Юрий точно должен был быть птицей, которая передавала бы его деловитость. Также мы договорились, что из-за многостороннего характера Юрия его фурсона будет гибридом, в котором сочетались бы хищная птица, змея и дракон. Далее мы перешли к поиску референсов. Я попросила Юрия создать доску в Pinterest, куда бы он добавлял тех антроперсонажей животных, которые ему нравятся, и говорить мне детали, которые его зацепили, и он хотел бы видеть их в своей фурсоне. На основе референсов и обговоренной ранее концепции я начала делать наброски его персонажа, но у меня никак не получалось сделать что-то целостное. Тогда Юрий предложил пойти от обратного, ведь нам предстояло не только фурсону нарисовать, но и предысторию ее придумать. Поскольку прошлое персонажа почти всегда отражается в его образе, детализировав ее, можно найти источник для вдохновения и сложить образ воедино. Так и решили сесть за придумывание предыстории в фурсоне, которую в итоге назвали Юрий. И да, у вашей фурсоны не обязательно должно быть ваше имя. История наших с Юрием персонажей происходит в фэнтези-сеттингах, и имя Юрия вписывалось куда лучше, чем просто Юрий. Мы представили обобщенную картину его мира, как он устроен, какие глобальные события в нем могли оказать влияние на его жителей. Юрий использовал популярный среди писателей шаблон мономифа, который описывает общую структуру сюжета произведения и путь его героя. Так появилась предыстория персонажа Юрия, о молодом ученом, который пытается спасти свой народ от неизвестных им ранее существ с помощью таинственного кристалла. Он, кстати, должен появлять на его облик, делать Юрия более хищным. Все эти детали позволили мне собрать более целостный образ в голове, и тогда я снова начала скетчить делового Юрия в полный рост. Больше процесса создания артов, випки грядущих работ и очень много всего, чем я делюсь в своем Бусти и Patreon, где начальная подписка стоит 25 рублей. Присоединяйтесь к Фантасту Таки и другим нашим спонсорам, которые регулярно поддерживают наше творчество, получают море эксклюзива и смотрят наши видео раньше всех. Вы также можете оставить донат, ведь ваши даже небольшие пожертвования и правда помогают нам становиться все лучше и лучше. Шаг за шагом появилось тело с руками-крыльями, хвост в виде змейки с отдельным сознанием и другие детали, которые вместе собрались в образ делового Юрия. К слову, в процессе рисования я многое меняла, экспериментировала с пушистостью, с количеством перьев, длиной клюва Юрия. И ему понравился получившийся персонаж, да и нашему сообществу он приглянулся. А это значит, что я достойно выполнила свою работу, ибо Юрий у нас очень внимателен к деталям. Я понимаю, что создать фурсону может быть непросто, поэтому крайне важно вспомнить то, с чего я предлагала начать ваш путь становления Фурия. Не бойтесь общаться с другими Фури, они вас не укусят, а наоборот помогут, чем смогут. У нас в Discord-сервере некоторые люди заходили без фурсоны и даже намека на нее, но после общения с жителями башни, смотря на арты художников, вдохновлялись и вместе с новыми друзьями придумывали полноценный образ, который в итоге и становился фурсоной нового Фури. После создания арта делового Юрия в полный рост я начала рисовать его и на других артах, и не только я, но и наши прекрасные подписчики. Ваши гифты с нашими персонажами для меня это отдельное искусство. А вообще я рада, что когда-то решил создать для себя фурсону. Она открыла мне те возможности в фандоме, которые мне были просто необходимы. Я нашла свое место как фури-художник, блогер и просто человек, любящий ПРПшить на досуге. А Юрий, помимо этого, еще и ходит на фури-прогулки в футболке с принтом своей фурсоны. Если вы хотите посмотреть на пушистые сходки, то загляните в этот видос на нашей самой первой прогулке Лапыс, где мы попали в видос к Эрику. А если решили рисовать фури, то можете вдохновиться видео, где я перерисовала фурсону своих подписчиков. Ну а я пошла рисовать!